Добрый день, дорогие друзья! Мы на еврейском кладбище. Привет вам из Кишинева, осеннего. Сегодня прохладная погода, но у нас на душе и на сердце тепло. Мы сейчас заходим на еврейское кладбище с моими зрителями и подписчиками, кишиневцами из Лос-Анджелеса. Посетить могилу родных. Здесь вот, видите, вот оно, еврейское кладбище. Здесь есть прямо при входе водичка, если кому надо будет, да. И вот оно все такое же, как и было. Его почистили, чтобы вы не пугались, что мало деревьев. Посрубали старые деревья, обветшалые, кустарники почистили. Теперь, здравствуйте. Теперь проход стал намного легче и удобней. Лариса, нам наверх, да? А, сюда. Вдоль стены. Хорошо. Заодно я в тот раз, когда вот искал захоронение своих зрителей, ну как родственников зрителей, люди смотрели, я же снимаю все по пути, они говорят, вот там своих те увидели, чтобы максимально с пользой использовать эту возможность. Геревец или Геревиц, Измайловский, вот, чьи-то родственники, Герзон, очень плотные здесь могилы одна к другой. И вот помню, когда мы искали Светланы Ориштер, ее родственников, то с трудом пробирались по вот этим вот узким тропинкам на кладбище. Сегодня ветерок. Хочу, чтобы не задувало в камеру. Водички? Конечно. Конечно. А вот мне объяснили, вы знаете, Лариса, вот есть вот эти на надгробиях дерево без веток, что означает? Это древо жизни. Мне сказали, нет, мне сказали, что это дерево без веток ставят на могилах тех, кто не оставил после себя детей, внуков. Да, дерево без веток. Так, я вот не знал, я так обратил внимание. Вот они, видите, вот, кстати, вот два, видите, два дерева. И там дальше по дороге. Да, дерево без веток. Это такой вот еврейский обычай, мне сказали. Да, напомню, что у меня есть книга. Книга называется «Дом вечности», в которой зафиксировано 25 тысяч захоронений с инициалами усопших и номерами могил и схемой. И при наличии инициалов и даты захоронения я могу в картотеке посмотреть и найти это захоронение, что тоже вот. Но сам поиск, он вот в документе тоже не простой, потому что он в PDF без поисковика. Вот Ройтман, Клейман, учитель. Вот смотрите, я не все могу прочесть быстро. Да, Гелен, да. Здесь, вот я не знаю. Выше. Нам обещали, ага. Угу. А вот тут, наверное, авиатор, вот пропеллер. Ух ты. Пилот или штурман, что-то с авиацией. 53-й. Да, вот. В 53-м году летчик. Наверное. Вот опять, видите, вот дерево без веток. Их много, вот раз, два, три, вот, 4, 5. Угу. Мы идем вдоль стены еврейского кладбища изнутри. Кладбище находится на улице Милано. По-новому, я не знаю, как по-старому. Милано. Ну, если вы будете искать, конечно, забивать в поисковике нужно будет новую улицу Милано. Очень большое кладбище. Очень.
25 тысяч захоронений. ГРУ Михаил Исакович. Почти как ГРУ. Да. Очень плотно могилы захоронения. Вот есть в плачевном состоянии. Но вот в книге «Дом вечности» так и описывается именно состояние могилы. Хорошее или удовлетворительное. Все отмечено в этой картотеке. Уф. И я думаю, сетовать нечего, потому что многие захоронения, допустим, бывает так, что заканчивается род и некому ухаживать, посетить могилы. А те, у кого есть, пожалуйста, обращайтесь, мы найдем людей, поищем захоронение, уберем, снимем. Я говорю, многие сетуют, что памятники в таком состоянии, но я говорю, что род кончается иногда, род. И некому просто физически. Вот там тоже какое состояние. Да, или род закончился, или физически уже не могут. Ага. Ох. У меня с проходимостью не очень. Так, ну, ничего, постараемся. Тут пока еще терпимо. Мы в тот раз, да, мы в тот раз с большим трудом пробирались, конечно. Вот здесь, да? Ага, это вот как раз у нас, перед поворотом налево. Очень легко запомнить, ориентироваться, да. Очень много, видите, дерева без веток. Франк Авраам Самоилович. Поляк Лия Абрамовна. Тульчинская, да. Ройтман Анна Авшиевна. Вот, может, кто-то увидит своих родных и близких соседей. Разумная Лидия Аврамовна. Абжилер Рафул. А вот мы и пришли. Ага. Тут тоже легко ориентироваться. Здесь тоже. Кучук. Да. Она на 8 лет старше моей бабушки. Моя 905 года. Да. Вот, Кучук Тамара Моисеевна. Рядом находится Нейман Зельда Шимоновна в 71 году. Ушла на небеса. Гершкович. Вот тут Гершкович Хая Владимировна. Фаер. Арнаполин Иван. Или Ицик. Или Изя. Это ваза, да? Она должна иметь штифт. Там, наверное, может, ее вытаскивали и забился мусор под сам штифт. Или согнулся он. Да. Ее вообще не было, мы когда приходили. И тут она, они ее нашли. Ага. Не знаю, как она будет стоять.
Родные, родственники Вот остались. вы налили туда водичку, да? Водичку налила, и все погибли. А вот бабушка с мамой уехали с ключами только от квартиры. С ключами только. Ключами. Бросили квартиру. Да, с ключами, без вещей. Они думали, они вернутся. И вот так вот на Урал. Ау. Да. Это в те годы. Так страдали не только евреи, и русские, Да. и русские, и украинцы. Пришли фашисты с румынами, всех родственников. А Они бывали румыны, культурные люди. Да. И думали, что они не тронут. Это большая семья, всех отвезли. А вот у меня бабушка там, вот в Болграде соседка, Донка, Да. еврейка. Вот во время войны тоже вот моя бабушка спрятала ее, Донку. Я еще знал ее, когда был ребенком, эта Донка жила. Баба Донка. И да, там тетя Леля Мица напротив тоже. И вот бабушка во время войны спрятала эту бабушку Донку, ну как я назвал, баба Донка. Они приходили, собирались, кофе пили у моей бабушки такие там с улицы. И вот она ее спасла, там тоже немцы. Не хочется о грустном. А ты знаешь, я знаю, что мне говорили, что болгары Да. очень много спасали евреев. Да, вот. Никогда не были жестокими по Нет. отношению к евреям. Нет, это Очень только много. румыны Да, и с мы, немцами. евреи, все очень благодарны болгарам. Да, так болгары дружат и с евреями, И поляки, с русскими. Поляки как и спасали, так и было очень много нехороших Угу. моментов. Вот мы посетили. Из нашей всей родни. Вот. Сын, он искал, но не нашел. И вот, слава Богу, что О, мы так нашли. тут без схемы невозможно найти. Мне нарисовали Да, на да, листике. он так искал, он говорит, мама, я бегал, Не. но невозможно. Не 25 И она была тысяч. заросшая такая. Они сейчас почистили, он говорит, уа, там. Я говорю, слава Богу, что почистили. Тут такие заросли были. Да, Это да. великий труд был проделан. Да, мы сейчас сюда закроем ее. Вот так вот. Цепочкой, потому что они набрасывали сюда мусор. Ага. Ну, Но они слава когда Богу, видят, что вот убрано уже. уже знают, что следят. А вот тут рядом, видите, как вот заброшено, заросло. Да, вот камни. Вот, Вот интересно, где родственники? Где родственники? Да. 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 Сейчас я посмотрю. Ой, не видно из-за зарослей, какой год. 61 год. Похоронили? Да, в 61 году. И как оно вот заросло. Прямо как в кино. Да, наверное, уехали дети. Да, вот. Вот еще Фридман, Бася, кто. А вот тут видите, как Миль, Роза Иосифовна, вот тоже памятник, некому посетить. А тут много таких вот захоронений, которые, знаете. А на центральной аллее вы были, как вот мы заходили? Да. Там есть относительно свежие. Да. Понял. Тут тропинка такая, да, что Такая протоптанная. легко. Да, вот тут это вообще как очень хорошая тропинка, удобная. Очень. Курбаниди, Каневская, Ольга Андреевна. Вот сам, да. Надо быть осторожным, да. Чтоб главное камеру не уронить. Как помните, когда этот Остап Бендер с бокалом, когда его стул забрал у него Ипполит Матвеевич, как он с бокалом упал и бокал. Бокал сохранил с вином. Да, так вот и я. Вот мы возвращаемся. Сейчас посмотрим с этой стороны. Я снимаю все подряд, чтобы, может, кто-то узнает, увидит своих родственников. Да, чтобы максимально вот Шапочник, Свечникар, Ханна Лейбовна, Финхель, Анна Наумовна, 54 год.
Да. Глузгальд, Фрима, Финкельман. Вот на... Это на идише, да, надпись вот 35-й год. Это идиш, да? Или идиш? Это идиш. Да, это даже... Да. 5-й год. Да, это идиш. А вот как идиш с ивритом, они похожи? А, нет, это не идиш, сори, я сказала идиш. Да. А вот с этой стороны тоже это одна. Это иврит. И на иврите? Это на иврите. А это? Это тоже на иврите. Да. 35-й год? Возможно, они хотели год рождения и думали захоронить. И видишь, и нет. Никого не захоронили, очевидно. Ага. Потому что только год рождения. А, вы думаете, это год рождения? Думаю, да. Оно настолько вот это старое, Да. что мне кажется... Вот у нас, например, в Америке Ага. ставят себе там родственники, а рядом они себе место покупают и ставят плиту, фамилию даже пишут. А вот, рождения. а вот смотрите, 33-й, 34-й, 40-й отметки, вот года. Да, да, я вижу. Это что, рождение? Личная память. Это захоронение. 34-й, 40-й. 40-й. Да, это захоронение. Это захоронение. Да, это насколько старое кладбище, представляете? Ого. Ого, этому кладбищу почти 100 лет. Надо проверить в Википедии. Кто вот... Да, уж простите, что... Вот тут вообще тут очень старые, да, отбито вообще. О, да, да, тут... Камень. Я заметил еще где-то камни. Вот тут камень тоже. И посещают. Угу. Я помню, смотрел список Шиндлера. Ох, как мне нравится этот фильм. Да, здесь камушки, видите, вот. Да, такая музыка. Да. Очень сильный фильм. Да. Да, да. Да, она любого человека трогает. Нормального. Среди немцев были. Конечно. Конечно. Ах, Эллочка Зейдман. Вот это что-то... Это памятник недавно сделан относительно. Да. Ой, такие памятники я видел. Ой, ля-ля. О, да, это вообще очень старое, да. Ого. Угу. Да. Golden Tire. Может быть, ветер немножко задувает, потому что ветер, я не знаю, я не взял с собой второй микрофон. Учитель Яков Моисеевич Ройтман, Борис Маркович Клейман, Ицик Шмулевич Клейман, Марим Туба, Бубис, Сура Вольфовна, Шмойлович София Михайловна, да. Койфман, Харик, Лев Михайлович, еще Койфман, Гизанский, Райнова, Рабинович, да, сколько могил, Вельтман, Вайнберг, Френк,
Израиль Элевич. Да. Вот. Если бы у нас обычай по кладбищу мы. У нас тоже. Да? Да. Сейчас я тоже закрою камеру и помою руки. Да, вот еще последний раз. Так, сейчас. Я, наверное, пойду еще, мне надо найти могилу. Сейчас мы продолжаем. Лариса, вы идете кого искать сейчас? Свекровь. Если бы сказали вот эти координаты, мы бы могли по схеме найти. Но дома только, тут я не смогу. Если вы не найдете, то уже потом. Так, мне второй поворот нужен. Вот это тут по секторам. Кладбище разбито. Мне второй проход нужен. Ох, оно и большое. Да. 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 Вот еврейское кладбище. Центральная вот аллея посредине отхода наверх. И уже от нее отходят дорожки. Ох-ох-ох. Очень так это уже, значит, больше 100 лет кладбища. Ого. Да. Фу-фу. Да. Вот холодное лето 53-го, когда Сталин умер. А вот мне тут что-то не видно. Сколько вот этих памятников, да, без веток. Вот видите, левит, тоже левит. Белла и Михаил, вам привет в Америку. Но я что-то не вижу поворота, потому что вот он поворот уже есть направо. Да. Я так понимаю, там уже забор наверху, да? Мы почти до верха дошли. Смотри, там когда-то или еще есть? там наверху Ага. жила одна семья. Ага. И они ухаживали за ними. Ага. Мама с ними договорилась. И они себя ухаживали, на всех она договорилась. Ага. Вот, если я сейчас найду Юткович, это как ориентир у меня. Юткович Сильвана. Нет, там мужчина Юткович. Да, вот прямо с края. Я взял все за ориентир, иначе не найдешь. Нужно взять ориентир сначала найти. Да. Ищешь номер? Да. Вот. Вот смотри, мой сын сказал, что вот Жагин Рима Борисовна, это прабабушка моего сына, а вот здесь вот однофамилец тоже наших. Ага. И где-то тут, Ага. справа, может быть, моя сестра. Я Ага. здесь немножко поищу. Да, я пойду, я посмотрю Ютковича, да, как ориентир. Это я нашел Ютковича. Чисто вот он с краю, да. О, Юткович, я нашел. Да, Юткович Иосиф Ильич. Но это отправная точка, это еще не то, что я ищу. Сейчас я остановлю камеру.